Друзья, всем большой привет! Всем привет! Мы наконец-таки на Боракае, а вы на канале Big Trip Vlog. И в этом выпуске мы вам покажем обзор крутейшего 4-звездочного отеля и пляжа на новом побережье острова Боракай. Перед вами отель Белмонт. Здесь мы остановились на несколько ночей. Проведем здесь дни нашего отдыха на Боракае. Сейчас немножко прогуляемся с вами по территории. Покажу, как здесь красиво. Отель еще достраивается. Сейчас идет строительство других корпусов. Но главный корпус, некоторые другие уже готовы, уже проживают туристы. Также отель, как и многие другие, пережил коронавирус, закрывался на некоторое время, но сейчас его двери открыты для гостей из всех стран. У отеля есть небольшая аллея, по которой можно прогуляться, что мы сейчас с вами и сделаем. Яркие красивые стены нашего отеля, разукрашенные. Вечером здесь еще включаются фонтанчики. Сейчас раннее утро, поэтому они не работают. Также включается подсветка. На этой аллее находится детская площадка с горкой. Но из-за того, что раннее утро, мы с вами здесь гуляем в полном одиночестве. А если повернуться в другую сторону, открывается вид на пляж и море. С другой стороны проходит стройка, но из номеров ничего этого не слышно. Я думаю, что они скоро уже закончат. Учитывая, что первый этаж расписан, разукрашен, видимо, достраивают следующие этажи. Наш с вами корпус здесь. Сейчас планирую дойти до конца аллеи и показать вам магазинчик, который здесь есть. На самом деле блог наш на YouTube-канале дает возможность посмотреть отель подробнее, рассмотреть все его детали, изучить лучше, потому что когда у нас не было блога, не было YouTube, мы просто приезжали, отдыхали, и было даже неинтересно там, знаете, пройтись по территории, спешить посмотреть какие-то достопримечательности. А сейчас как-то даже больше ценишь такой отдых, когда есть время насладиться отелем, посмотреть его какие-то специальные предложения, там прогулки, йога, там воспользоваться какими-то дополнительными опциями. И это, оказывается, тоже интересно и неплохо. Здесь находится другой отель, Savoy. И вот здесь вот есть 7-Eleven. То есть, получается, совсем рядом с нашим отелем, которым можно воспользоваться в любое время, потому что работает 24 часа. Там и кофе есть, и снеки различные, и водички можно купить. Поэтому имейте в виду, что это совсем рядом. Сейчас обратно возвращаюсь в отель и покажу вам его главный вход. Проходим к главному входу отеля. Гости потихонечку просыпаются. Кто-то уже на завтраке, но мы туда отправимся чуть позднее. Здесь располагается... Здесь у нас ресепшн, где можно быстро зарегистрироваться, задать любые вопросы. Кстати, по городу можно передвигаться на автобусе, либо по городскому. Можно покупать карты, например, платите 300 песо и ежедневно, целый день можете пользоваться вот этим автобусом. Также у них есть свой трансфер, на который нужно заранее регистрироваться. Расписание есть на ресепшене. Сейчас я вам его покажу в том числе.
Morning. Вот, посмотрите, видите, ходит до Jollibee в D-Mall. Поэтому можно доехать до White Beach, потому что D-Mall это как раз таки и есть White Beach. И оттуда же можно вернуться в отель. Это очень удобно. Помимо этого, из дополнительных опций можно воспользоваться спа. Причем с 2 до 6 у них идет скидка 50%. Но нужно узнавать заранее, потому что я тоже хотела попасть на этот массаж, но не смогла, потому что не забронировала себе место заранее. Также можно устроить ужин на берегу моря, на пляже, по стоимости 12 500 песо на пляже и 9 700 в саду, поэтому тоже будет очень красиво. Отель находится в районе Нью-Кост, Новое побережье. Здесь находятся все самые новые отели. Здесь продолжается строительство других отелей. Кстати, логично будет вопрос, если вы нас спросите, как вы вообще оказались на Боракае, как вы сюда добирались. Это было really fun, это было очень смешно, потому что это был трэш. Мы добирались сюда из, ну, скажем так, после островов Гигантос. Это находится в районе Эстрели, которая называется. И мы поехали сразу после экскурсии. Это было 4 часа 30 минут вечера, поэтому оказалось, что после 5 вечера жизнь вообще заканчивается и ничего не происходит, автобусов никаких нет, маршруток никаких нет. В общем, в итоге какие-то там маршрутки мы все-таки смогли поймать. От одного города добирались до какой-то там дороги, до хайвей. В общем, я не знаю, я честно потеряла счет, сколько маршруток, трициклов мы использовали в тот день. Это было, во-первых, и очень дорого добраться сюда, а во-вторых, очень муторно, потому что мы просто приехали никакие, я сразу рухнула спать, и в некоторых маршрутках я тоже уже спала, но главное из этого всего преимущество то, что, оказывается, лодки на Боракае ходят вообще круглосуточно, поэтому можно приехать в порт в любое время, спокойно сесть на лодку, и вот вы в раю на Боракае. Вот, поэтому... Несмотря на наш сложный маршрут, мы уже наконец-таки пришли в себя, готовы для вас снимать контент, поэтому любые вопросы по Боракаю будем рады от вас увидеть в наших комментариях. Но вернемся к нашему отелю. Смотрите, здесь также можно организовать различного вида активности, экскурсии, например, ленд-тур на трайцикле. Это будет поездка к Пука-Бич, к Виллис Рока и в замочную скважину, которая находится у нас здесь в отеле. Помимо этого есть еще посещение какой-то кристальной скалы, шопинг-центра, можно подайвить в шлеме. В общем, активности есть. Не знаю, что мы из этого в итоге попробуем, но что тогда посмотрим. В отеле можно арендовать велосипеды. Здесь, правда, указана стоимость за электрические велосипеды, но доступны сейчас только обычные. Всего в отеле 6 этажей. Поднимемся, и я вам покажу последний этаж. На этом этаже наша комната. Поэтому я знаю, что отсюда открывается вид на первый этаж. Ну, ничего особенного, но вот так это выглядит. Проведу небольшой рум-тур по нашей большой комнате. Сразу же видим весы. Впервые за 3 месяца мы смогли наконец-таки взвеситься. У нас небольшой бардак, потому что мы уже разобрали наши вещи. Огромное зеркало в полный рост. Есть телевизор, удобный столик, где можно и поработать, и кофе с чаем попить, потому что есть чайник, есть кружечки, кофе, чай. Также есть холодильник, мы уже закинули туда свои напитки, очень удобно. Кресло,
журнальный столик. Кстати, в виде комплимента у нас есть здесь пирожные, также были фрукты, но мы их очень быстро съели. Также есть софа, двуспальная кровать. Здесь нас встречает милая черепашка, мы ее не стали разбирать. С каждой стороны кровати есть тумбочка, бра. Комната украшена красивой картиной. Одной из фишек этого номера, он у нас улучшенный, то, что здесь также можно расположиться на террасе. Здесь можно вещи повесить. Вид, правда, открывается не очень красиво, потому что строительство отеля продолжается, ведется стройка, но с другой стороны открывается вид на аллею. Вечером включается красивая подсветка. Там у нас находится пляж, туда мы пройдем с вами позднее. Ну и здесь столик и небольшой стульчик. Еще давайте покажу вам нашу ванную комнату. Очень удобный душ. Вода прекрасно идет. Большой, все новенькое, чистенькое. Также здесь есть фен из необычного, потому что не во всех филиппинских отелях есть фен. Тоже новая сантехника, различные принадлежности, одноразовые щетки, много полотенец. В ванной комнате приятно пахнет, потому что есть отдушка. В общем, здесь приятно очень находиться. В 5:30 утра я встала сегодня в 5, потому что записалась в отеле на интересную прогулку, видимо, встреча рассвета, поэтому сейчас посмотрим. Записалась туда, куда сама даже не знаю, но говорят, что это очень красиво. Сейчас иду на ресепшн. Произошла странная ситуация, вообще я надеюсь, что меня слышно, потому что дует сильный ветер. Никакой группы нет, я не знаю, зачем они вообще записывали. Говорят, ну идите, спускайтесь, смотрите красивый рассвет. К сожалению, меня, наверное, на камере не видно, но, надеюсь, хотя бы слышно. Забавно получилось. Ну ладно, ничего страшного, мы уже привыкли к тому, что идеи классные бывают у филиппинцев, но реализация так себе. С этим ничего не поделать. В любом случае, здесь красивый вид, и можно в любое время, точнее, можно в любой день встретить рассвет при желании. Сейчас я вам покажу. Конечно же, экшн-камера не передаст всех тех красок, которые вижу я. Не было какого-то специфичного рассвета, потому что солнышко скрыто за облаками. Я вижу, что я была не единственной, кто гулял. Тоже здесь есть любители ранних подъемов. Вот они тоже пришли сюда, снимают замочную скважину, эту скалу. Но, к сожалению, рассвета так мы и не увидели, никто из нас. Но в любом случае виды красивые, приятно встречать солнышко. Проведем этот день с позитивом. Сейчас пойду на йогу. Я видела, что там Саша есть, поэтому здесь организация, думаю, будет получше. Наконец-таки вышло солнышко из облаков. Кстати, ветер немножко стих, поэтому сейчас уже комфортнее находиться на улице, потому что было прохладно. Хорошо, что я взяла кофту с собой. Сейчас попробую пойти на йогу.
Позанимались прекрасно йогой, мне все очень понравилось. Вот, договорились с Даниэлой в будущем тоже встречаться, это инструктор, и заниматься больше йогой, потому что сейчас чувствую, что спорт мне очень необходим. Много говорю про спорт, но редко им занимаюсь. Поэтому последние 6 дней я все-таки взяла за себя и хожу в тренажерный зал, либо сама делаю зарядку. Но тут у меня есть хорошая возможность именно в этом отеле, то, что здесь есть именно тренажерный зал. Сейчас я вам его покажу. Так как мы живем на 6 этаже, а тренажерный зал находится на 2-м. Все-таки спорт помогает еще и с режимом дня, потому что удается просыпаться пораньше, делать какие-то свои дела, придает заряд бодрости. В общем, надеюсь, я не брошу этим заниматься. В тренажерном зале есть полотенце, поэтому можно взять его сразу с собой. Всегда можно использовать водичку. Здесь ее меняют. Стаканчики одноразовые. Делать тренажер, беговая дорожка, эллипсоиды. Дальше я, к сожалению, не знаю, как называются другие тренажеры, потому что в основном я на самом деле занимаюсь просто на ковровой дорожке, немного на эллипсоиде. Но я видела, как сейчас занимался парень здесь на тренажерах, поэтому я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы делать какие-то ежедневные упражнения, которые вы выполняете. Завтрак у нас проходит в Бельмонт кафе на 1-м этаже. Давайте пройдем и посмотрим, что у нас есть. Завтрак по системе шведский стол. Предлагают супчик, добавить туда различные ингредиенты, лапша, лучок. Здесь у нас десерты. Это, по всей видимости, кекс, вафли, которые можно разогреть в тостере. Также различные виды хлеба, булочки, печеньки, хлопья. Можно поесть их с молочком. Здесь у нас салатная станция. Помидоры, кукуруза, салатные листья, различные виды соусов. Из фруктовой станции сегодня видим только желтый арбуз. Здесь соленья. Из напитков кофе, лимонад. Можно даже лед положить. Из горячего у нас рис, макароны, запеченная картошечка, сосиски куриные и свинина в специях адоба. Также есть вареные яйца и жареные. Самое вкусное для меня в этих завтраках то, что здесь есть вафли. Я их подогреваю немножко в тостере. Посмотрите, какие они пышные. Настоящие бельгийские вафли. Сейчас в лобби отеля мы решили арендовать пару велосипедов здесь, чтобы съездить к одной достопримечательности. Будем проезжать мимо красивого пляжа, который также вам покажем. Ну и заедем в красивую скалу. Ну как ты? Надо подрегулировать, возможно, сиденье. Да я даже не знаю, я 100 лет не каталась на велике. Мне кажется, последний раз мы было, это когда мы ездили в Амстердам. Да, ну сейчас повторим. Проезжали мы территорию отеля, красивые места, а сейчас мы доехали до парковки. Сюда приезжают как раз все желающие посмотреть данную достопримечательность. Ну а у нас есть преимущество, поедем на велосипедах еще дальше, до самой пещеры, которую мы хотим увидеть.
Проехали мы совсем немного, наверное, порядка километра. И оказались в таком живописном месте, где есть скальное образование с дырой. Но, к сожалению, дальше нельзя пройти, нельзя погулять там, потому что только лишь здесь фотографируемся. Огороженная территория. Это место в простонародье называют замочной скважиной. Сюда привозят туристы со всего острова. Но на самом деле 5 минут здесь вполне достаточно, чтобы сделать фотографии, потому что очень сильный ветер. Ну, только вам решать, добираться сюда с другого конца острова или нет, потому что получается, что этот достопримечательность находится рядом с нашим отелем, поэтому нам было легко сюда добраться. Но был бы вопрос, когда хотели бы мы добираться, там, не знаю, 4-5 километров до замочной скважины. Ну, в любом случае, хорошо, что мы живем рядом и можем сюда приехать, полюбоваться этим. Место красивое, но, как я уже говорил, на 5 минут. В отеле мы сдали наши велосипеды обратно. Надо сказать, что мы еще те спортсмены с Томой. Нам эта часовая прогулка не так-то просто далась. Можно сказать, позанимались полноценно спортом. Так, ты вот что зрителям рассказываешь? Я им сегодня показывала, как я занималась спортом в тренажерном зале. Ну вот просто велосипед, это не мое. У тебя сегодня была двойная нагрузка. И сейчас мы направляемся в сторону пляжа. Мы его проезжали на велосипедах, когда ехали к скале. Ну а сейчас уже прогуляемся до самого пляжа. И там немного отдохнем, покажем вам его. К пляжу ведет живописная дорожка со ступеньками. Дальше начинаются палаточки небольшие, в которых можно взять что-то перекусить, либо напитки. Для всех проживающих в отеле есть отдельная опция. Можно прийти на частный пляж, расположиться на лежаках, взять какие-то напиточки в баре. Помимо этого здесь есть небольшие палатки, где предлагают различные местные блюда, напитки. Но мы сейчас попробуем напитки в баре, потому что сейчас самое время, так как идут счастливые часы с 3 часов дня до 5. Попробуем маргариту. Очень крепкая. Да, но да. не дурно. Мы все видели, как много текилы он наливал и как мало ингредиентов было добавлено. Второй коктейль тоже, вы видели. Очень много текилы и мало сока с сиропчиком, с ликером. Но я думаю, Томочке этот коктейль будет больше по душе, потому что он полегче. Сейчас мы идем купаться. Впереди мы видим стену огромную. Это так называемая стена против ветра. Она здесь находится всегда. Ее убирают только в конце марта, как нам сказали, когда ветра здесь нет. И вот, проходя через эту стену, мы выходим уже на основной пляж, к морю. Этот пляж считается частным, но мы посмотрели на Google картах, что его название Илик-Илиган. Причем у этого Илик-Илигана пляжа существует две зоны. Южная, на которой мы находимся, и северная, которая вот с той стороны. На пляже и правда ветрено. Открывается вид на скалу, в которой мы были только что с вами. Широкая береговая линия, людей не так много, потому что пляж находится с другой стороны от популярного White Beach и скрыт от посторонних глаз. Под ногами мягкий белый песочек,
словно мука. Такой мы, кстати, не встречали еще, наверное, на пляжах. Прям очень-очень-очень мелкий, приятный. И вход в воду тоже приятный. Водоросли здесь убирают. Вот огромная машина, смотрите, которая чистит этот пляж. Прям трактор проезжает здесь. И не терпится искупаться, потому что из-за того, что ветер, сегодня здесь волны, а я обожаю волны, и особенно прыгать на них. Я не понимаю, где все отдыхающие. Классный же пляж, небольшие волны. Кайф. Да, здесь в основном отдыхающие из нашего отеля, из Бельмонта, также из отеля Совой. На территории есть еще парочка отелей. Вот, но людей совсем мало. Да, и к тому же все на берегу, вообще в море никого нет. Да, на берегу даже немного людей. Поэтому это место, знаете, такое тихий райский уголок на Боракае. Сейчас немного таких здесь мест, потому что в основном очень шумно, особенно на White-Beach. Мы чуть позже отправимся уже на этот пляж. Покажем вам его также, но здесь можно насладиться тишиной, уединением. На нас ребята посмотрели и тоже пошли купаться. Спрашивают, что же вы раньше здесь просто фотографировались. Классно, классно. И пляж, и отель. Здесь, конечно, отдых. Знаете, он похож на отели в Турции, в Египте, когда у тебя и завтрак, шведский стол, и магазинчики рядом, и пляж частный. Великолепно. Конечно же, нужно и стоит выходить на другие пляжи, смотреть интересные места на Боракае. Но когда хочется провести просто день отдыха, то почему бы не провести его в таком хорошем отеле. Кирилл не только любит пить из различных источников, которые встречает, еще он очень любит мыть ножки, чтобы они у него были чистенькие, когда он заходит в отель. Поэтому для него это принципиально важно. Ну, это для меня принципиально важно. Я думаю, и для самого отеля это достаточно важно, чтобы гости без песка потом после пляжа возвращались обратно. Прямо перед входом в отель есть специальная wash station. Станция, где можно помыть ножки. Ну а сейчас мы в отеле и направляемся на второй этаж, потому что именно здесь расположен бассейн. Считаю, что нам несказанно повезло, потому что во второй половине дня никого нет в этом бассейне. Мы здесь одни. Красивый бассейн, небольшой водопадик, есть лежачки. Все удобства для гостей данного отеля. Полотенца можно взять на ресепшене для бассейна, для пляжа, но нам принес их услужливый менеджер. Ну а теперь идемте на красивый ужин. Мы сейчас вернулись на пляж, потому что отель нам решил сделать комплимент в виде ужина. Mango wrap, smoked salmon with mango salsa. Okay. Enjoy your first. Thank you. Нам принесли закуски. Это лосось с салатом, который здесь называется сальса. Сальса состоит из огурца, помидорчика, манго. Давайте попробуем. Я обожаю лосось. Смотрите, как это красиво выглядит. Это не только красиво, но это еще и вкусно.
На ужин мы пришли около 6 часов вечера. Для нас сделали беседку прямо на пляже, потрясающая атмосфера. Горят различные огонечки, цветочки. Обслуживание на высшем уровне, все подносят, спрашивают, как вы желаете, что вы желаете, какое вино. Также любой желающий из вас может воспользоваться данной опцией. Есть вариант либо заказать такой ужин на пляже, как у нас, либо заказать ужин в саду. Друзья, давайте скорее пробовать наше второе блюдо. Капучино mushroom soup. Представляете? То есть это грибной крем-суп, еще и капучино. Я думаю, что капучино его назвали, потому что цвет такой супер. Да, по цвету, возможно, он и похож на капучино, но по вкусу он похож на грибной крем-суп. Правда, очень вкусный, с сухариками. Очень нежный, густой, настоящий крем-суп, представляете? US ribeye steak with mashed potato and buttered vegetables. US ribeye steak with mashed potato and buttered vegetables. Thank you very much. Enjoy. Thank you. Нам принесли наше основное блюдо. Это рибай стейк. Он подается здесь с картошечкой пюре, с овощами, овощи на гриле, а также здесь чесночок. Тоже такой интересный. Давайте скорее пробовать. Ну, как просили, медиум прожарка. Смотрите, нежно-розовое мясо. Нежнейшее, великолепное. Очень вкусно. И знаете, такой добротный кусок, что у меня, что у Томы. Выглядит потрясающе. Так, немножко овощей давайте добавим. Стручки вкусные. Морковка. Ну и картошечка. Картошечка, как у нас. Все, что нужно. Нежнейшее мясо. Друзья, у меня уже практически течет слюна, потому что я тоже хочу кушать. Я не помню, мы такое, наверное, еще не ели на Филиппинах. Такого качества мяса. Даже не верится, друзья. 3 месяца мы на Филиппинах. Мы сегодня первый день на Боракае. Наконец-то на самом популярном острове, на самом туристическом. В такой потрясающей обстановке, атмосфере у нас шикарный ужин. Ну, пока ощущение такое, что Боракай – это вообще как отдельная страна, не похожая на другие острова на Филиппинах. Это просто рай. А также рай, конечно же, сегодняшнее мясо, друзья. Райский ужин. Друзья, после нескольких бокалов вина я пытаюсь вам рассказать про десерт, который нам принесли. Называется он мока мису. Обратите внимание, не тирамису, а мока мису. Давайте попробуем. Самое интересное в этом десерте, ну, помимо того, что он, скорее всего, вкусный, то, что здесь еще сверху вишенки положили золотую фольгу. Я не знаю, она съедобная или несъедобная. Ну, Мы тебе как раз поэкспериментируем. но сам десерт очень съедобный, нежный, мягкий, великолепный. И время вишенки с фольгой. Фольга похожа, знаешь, на баблгам. Ну и сама вишенка тоже похожа на баблгам. Фруктовая. Мужчины, дарите своим прекрасным дамам красивый и романтический ужин, чтобы они были так же счастливы, как я сейчас. И на этой красивой романтической ноте подходит к концу наш ужин, а также первый день на острове Боракай. Если вам понравился этот выпуск, друзья, ставьте ваши лайки, поддерживайте нас в комментариях. Совсем скоро увидимся и продолжим исследование острова Боракай. Всем до новых встреч, всем пока! Всем пока!